Так, ребят, значит, сразу предупрежу. У нас сегодня будет, ну, в общем, такие будут задания практические. Сегодня будет интересное занятие. И мне бы хотелось, чтобы вы все-таки, у каждого, чтобы была ручка и тетрадочка, потому что мы будем записывать, а потом будем, об этом говорить. Хорошо? Как вам эта история про то, что на самом деле плохих людей не бывает? Все люди хорошие, но просто привычки у всех разные. И поступки у всех разные. Потому что мы все разные, и все мы из разных семейных систем пришли, и разные были установки семейные и межпоколенные. И в связи с этим каждый человек несет в себе информацию не только про себя самого, ну, то есть там от нас фактически 7-8%, то, что мы приобретаем, но этот опыт в этой жизни, но по большому счету несет информацию ту, которая была заложена его родителями, их родителями, теми родителями, бабушками и дедушками, ну и так далее. То есть это межпоколенная передача. И поэтому человек может быть тем или иным, да, то есть он может быть с определенными поступками, с определенными стереотипами. И поэтому я хочу сделать на этом акцент. И вы все разные, в вашей группе разные ребята. Вот не могу сказать, что вы все прям такие одинаковые, абсолютно разные. Ну, у кого-то есть схожие черты, и поэтому комфортно, и поэтому вы дружите. А кто-то отличается, и поэтому вызывает в вас, возможно, вот эту, ну, как бы, знаете, как препятствие, да, эту реакцию на то, что говорит человек, то, что он делает. То есть как будто не удовлетворены тем, что вам транслируют, и то, что вам препятствует в каких-то ваших мыслях, начинаниях и так далее. То есть проблема на самом деле лежит даже не в этом человеке, лежит как бы у вас, потому что вы сталкиваетесь с этим, и, соответственно, конечно, у человека есть защитный механизм, ему очень тяжело признать, что он там, например, не прав, и поэтому начинается психологическая защита, и очень часто мы находим тех, кто за это ответственен, да, мы говорим, это вообще-то не про меня, вот он меня там обидел, он меня так разозлил, да он вообще, ну, и называем как-то там словами разными, определениями. Здесь в этом случае надо всегда подумать, а что же конкретно нас так зацепило? Именно в нас эта история, в нас эта проблема. Что-то, что мы не можем у себя принять, или там наш опыт нам не дает принять другую позицию. И поэтому мы начинаем злиться. Или мы, может быть, себе что-то придумали такое, что не соответствует нашим ожиданиям.